Вас приветствует видео без лишних слов. Сегодня я буду стараться повторить дизайн, созданный искусственным интеллектом. В голосовании подавляющим большинством победил именно этот вариант – дизайн сакуры. Искусственное покрытие и длинные ногти я ношу уже более 15 лет. Как вы знаете, часто затягиваю с коррекциями и ношу экстремально отросшие ногти. И единственное изменение моих ногтей – это немного отросший гипонихий. И действительно, у тех, кто носит длинные ногти на постоянке, может возникнуть такая проблема, как стелящийся гипонихий. Но это не болезнь и тем более не причина снимать ногти. Это как страховка. Ноготь растет, и чтобы не ломаться, кожа старается защитить и усилить фундамент. А у кого-то из вас были такие проблемы? Знаете, как избавиться? Ответ жду в комментариях. А я тем временем убрала длину, и причиной тому стал не гипонихий. Сегодня я буду делать перенаращивание и максимально новую форму ногтей для себя. Для снятия ногтей, где искусственного материала много, я использую самую жесткую насадку с большими лопастями. Для меня это универсальная фреза, которой можно работать абсолютно с любым покрытием, главное чувствовать нажим. Снимает она не пылью, а средней стружкой. Ноготь нагревается, как и от любой другой фрезы. Главное смещать насадку при следующем движении. Возле кутикулы, там где меньше материала, работаю более деликатно. Насадка скользит без нажима. Далее запиливаю свободный край с учетом гипонихия. Ноготь от материала очистила полностью, ведь срок годности носки гель уже исчерпал. Пилочкой по старинке подготавливаю ногтевую пластину. Поверхность должна быть шершавой. Убираю пыль, и вот этот ноготь, которому даже подышать не дают, и бесперерывно делают покрытие. Острой хрустальной палочкой расклеиваю кутикулу и разворачиваю ее. Алмазная насадка «Тупое пламя» с синей насечкой, диаметр 2,1 мм. Скорость аппарата 12 тысяч оборотов. Это приблизительно на 12 часов, если аппарат маратон или стронг. Шлифую внутреннюю часть кутикулы и зачищаю ноготь от птеригия. Но как только дохожу до синусов, понимаю, что насадка не подходит. Она великовата, и обработать как следует эти места мне не удастся, поэтому меняю. На этот раз беру острое красное пламя диаметром 1,8. И сразу дело пошло. Несмотря на то, что абразив мягче, за счет своей формы и размера насадка отлично справляется с проблемными местами. Не бойтесь менять насадки в процессе работы, подбирая нужную. Это уж куда лучше, чем колупать неподходящим. Дальше Nail Prep. Пшик. Убираю остатки пыли в проксимальной и латеральных пазухах. А дальше Nail Primer, бескислотный. Кисть хорошо отжимаю и с отступом от кожи покрываю ноготь. Так почему же это обязательный процесс? Праймер за счет своей жидкой консистенции заполняет все шероховатости и расслойки на ногте. Он заполняет все чешуйки, туда, куда не доберется ни одна база. А по его дисперсии в нужные места затечет уже и база. Ну а если ты праймер не используешь, то лучше об этом никому не говори. Ведь ты нарушаешь правила последовательности процессов и подвергаешь клиента рискам. Перед наращиванием базу беру эластичную. Хорошо отжатой кисточкой уголком прохожу вдоль кутикулы, боковых валиках и по всей поверхности ногтя. На ногте получается полупрозрачный тонкий слой. Но если это так и оставить, у кутикулы от жесткого материала появятся отслойки, поэтому среднюю каплю добавляю по мокрому и подталкиваю к кутикуле, плавно стягивая вниз. Далее для выполнения дизайна мне не хватает длины, поэтому я беру арочную верхнюю форму именно для наращивания свободного края. И прозрачный гель средней вязкости. Жидкий в данном случае наращивание не подойдет. Форма арочная, поэтому материал должен держать высоту. Плюс более густой материал будет удерживать пластик на ногте, а жидким гелем все потечет вниз. Нагребаю объемную каплю и выкладываю на форму до нужной мне длины.
В контактной зоне – это место крепления к ногтю. Материал оставляю в большем объеме. Прикладываю к ногтю и прижимаю. Устанавливаю в нужном положении и фиксирую в лампе. Какой лампой я фиксирую гель? Популярные фонарики на подставке я не покупала. Это лишняя трата денег. Тем более у меня есть мини-лампа, где больше диодов. Ее я закрепила на штатив для телефона. Эта конструкция в разы удобней. Можно поднимать, опускать, поворачивать и наклонять в любую сторону. Ноготь высох, снимаю пластик. Высота свободного края готова, и столько места у нас есть в запасе для дизайна. А впихнуть туда нужно вот это. Но сначала подготовим элементы, а именно лепестки и тычинки. Или пестики, что там у них. Из чего сделать пестики, долго я не думала. Взяла старую щетку и вытащила проволоку. Я думаю, она беленькая, как раз нарежу и все окей. Но хорошо, что я попробовала сначала сделать это на искусственном пальце. Ведь, как оказалось, эти проволоки под гелем стали прозрачными. Они просто исчезли. Поэтому, прежде чем нарезать, беру белый гель-лак и прокрашиваю. Затем сушу в лампе. После щипчиками нарезаю проволоку кусочками разного размера. Вот такая начинка получилась. Дальше в бой идут лепестки. Проба номер 1. Мне понадобился обычный плотный целлофан, или пленка. Ну, в общем, я взяла упаковку от пилочки. Отрезала небольшой кусочек. Перехожу к лепесткам. Первый из них я решила сделать из гель-пластилина. Белый, пластичный, удобный в работе. Нагребаю маленькую горошину. Скатываю в шарик. Его выкладываю на целлофан. И просто сплющиваю. Затем силиконовой кистью поправляю размер и форму. А далее я решила растянуть целлофан. Таким образом лепесток приобретает более натуральную форму, а уже затем отправляю сушиться в лампу. После просушки с легкостью отделяю лепесток, и в принципе элемент готов. Но я решила попробовать сделать еще иным способом. В бой идут лепестки проба 2. Беру каучуковую густую эластичную базу. Оставляю каплю на палитре. Сюда же добавляю белую гель-краску и смешиваю. Получается белая тягучая эластичная смесь. Беру такой же целлофан и вновь его растягиваю. Так поверхность получается волнистой, а не плоской ровной. Теперь полученной смесью рисую лепестки. Сушу в лампе 1-2 минуты. Без проблем отделяю лепесток от целлофана. Этот элемент эластичный и податливый. Но и это не все. Поэтому в бой идут лепестки, проба номер 3. Ведь мне на глаза попались сухоцветы. Симпатичные разноцветные, сухие, но настоящие цветочки. Почему бы в ноготь не всунуть их? Так как для ногтя они немного великоваты, я их подрезаю. Сделать это получилось немного проблематично, так как они ломаются. Подрезаю до нужного размера. И чтобы не получилось такой же истории, что эти лепестки под гелем станут полупрозрачными или не такими яркими, я решила обратную часть лепестка прокрасить белым гель-лаком. Высушила в лампе. Обратная часть лепестка перекрыта гель-лаком, а лицевая осталась без изменений. Подрезать, кстати, стало легче, лепесток перестал сильно крошиться. И теперь посмотрим на все 3 варианта. Выбрать нужно только один. Итак, лепестки, которые сделаны из базы и гель-лака, вроде бы ничего так. Лепестки, сделанные из гель-пластилина, визуально неплохие, но, как по мне, они немного грубоваты, толстоваты.
И лепестки сделаны из настоящего цветка. Вроде бы неплохо, но и здесь что-то не то. Примеряю каждый из них на ногти. А какой вариант понравился больше всего тебе? Пиши в комментариях. Думала я, гадала, ломала голову и решила смешать два способа сразу. Поэтому беру настоящий лепесток и перекрываю его белым гель-лаком. Сушу в лампе. После этого, взяв прозрачную каучуковую базу, перекрываю лепесток поверх гель-лака. Вновь отправляю в лампу на 1 минуту. А вот теперь лепесток не ломается. Его спокойно можно подрезать до нужного размера и формы. Вот так сейчас выглядит лепесток. С одной стороны обычный, без изменения, с другой же перекрытый гель-лаком и поверх базой. Но и это еще не все. Снимаю липкость с базы. Аккуратно промакиваю салфеткой. И тут я понимаю, что настоящий цветок напитался влаги и просто отлепился от гель-лака. Ну и я решила помочь. Отделяю пленку из цветочка. Но в результате посмотрите, что я получила. Настоящий лепесток, но в то же время сделанный из гель-лака и базы. Он гибкий, податливый, его можно обрезать, и он не крошится. Идеальный вариант. В дизайне искусственного интеллекта лепестки перламутровые, поэтому беру втирку, нагребаю небольшое количество, сюда же добавляю каплю спирта, перемешиваю. Полученную смесь наношу на каждый лепесток. Переходим к веточкам. Их делаю тем же способом. В каплю густой базы добавляю коричневую и черную гель-краски и смешиваю до неоднородности. Пусть будут прожилки и черные, и коричневые отдельно. Беру пленку, опять же сминаю и рисую вот такие закорлюки. После полной просушки с легкостью отделяю от основы. И когда наконец-то все элементы готовы, переходим к работе с ногтем, на который наношу тонким слоем гель. И собираю все как конструктор. На мокрый гель выкладываю веточку, поправляю и располагаю в нужном положении. Также беру голографические пайетки и прозрачный декор. Их добавляю на кончик ногтя. В оригинале дизайна у кутикулы есть кристаллы, поэтому я беру хрустальную крошку. Ее выкладываю также у кутикулы. Фиксирую в лампе 30 секунд, затем добавляю объемную каплю геля в зоне ногтевого ложа. На мокрый гель укладываю и распределяю лепестки. Так как лепестки гибкие и податливые, придаю им нужную форму. Пока ноготь сохнет в лампе, беру ярко-малиновый гель-лак. К нему добавляю более темный, приглушенный. Рядом капля густого геля. С его помощью предыдущие цвета делаю полупрозрачными. Полупрозрачный малиновый выкладываю в центр и плавно стягиваю на лепестки. Объемную каплю темного оставляю в самом центре. Сюда буду крепить пестики. Сюда же в непросушенный гель вживляю нарезанную проволоку. Их размещаю хаотично под разным наклоном. Края проволоки прокрашиваю ярко-малиновым цветом. После небольшой просушки сверху добавляю желтый. Вмочаю палец в ту же втирку, которую наносили на лепестки. Она прозрачная с бирюзовым отливом, как раз то, что нужно для кончика. Цветков на ногте несколько, но мелкие нарисую краской. Окунаю кисть вначале в белую гель-краску, затем в каплю яркого. Простыми движениями рисую бутон. А теперь заливаю сакуру прозрачным гелем.
а по сути делаю обычную выкладку материала для создания архитектуры. Высушив в лампе 1 минуту, снимаю липкий слой. Переходим к опилу. Для этого беру твердосплавную насадку «Хамелеон». Это синий абразив. Она отлично подойдет для придания формы. Останется лишь скорректировать форму свободного края. Сверху шлифую бафиком. Убираю пыль. А теперь торжественный волнительный момент. Кстати, этот топ мой фаворит. Он стойкий к царапинам и затираниям. Имеет длительный глянцевый блеск. Чтобы прозрачность ногтя была яркой, топом покрываю также из-под низу. Ох, если бы вы знали, как я переживаю. Страшно, но любопытно узнать вашу оценку. И вуаля, ну просто красота. Результат не отличить от оригинала. Правда ж? Ну, как вы поняли, это шутка. Не сильно, конечно, отличается, но вот результат моей работы. И самое сложное в этом всем было даже не сделать лепестки, а отснять результат так, как он выглядит действительно вживую. То цветок засвечивал, то кончик был непрозрачный, а еще эта злосчастная волосина. Откуда она взялась? Я все время контролировала, чтобы нигде ничего, но... Теперь она мозолит взгляд и портит всю картинку. А я надеюсь на вашу адекватную объективную оценку моей работы. Но согласитесь, сходство-то есть. И не забывайте, что картинка создана искусственным интеллектом, и она никак не может быть идентична оригиналу. А ведь оригинал – это именно то, что создано руками человека, а не какой-то там машиной. Спасибо за просмотры. Благодарю за отзывы. Пишите комментарии, мне будет интересно почитать ваше мнение. И не переключайтесь, ведь дальше больше. Услышимся в следующем видео. Пока-пока.